Здравствуйте, граждане стендовые моделисты, начинающие, продвинутые и профессионалы. В этом видео рассмотрим два интересных инструмента, как то напильник и надфиль, без которых, скажем так, сложно представить себе занятие этим самым моделизмом. Ну, давайте сразу и начнем. Итак, в главных ролях, как говорится. Вот такой вот нормальный такой напильник. Такой нормальный напильник, я вам скажу. Вот такой вот второй нормальный, здоровый напильник. Ну вот он, да. Классический, скажем так. Что имеется в виду? У него есть насечка. Двойная, да. В одну сторону и в другую сторону. Напильник поменьше. Средних размеров. Ну, естественно, с ручкой, как и предыдущие. Тоже с насечкой. Ну, вот такого вот плана. Следующий. Напильник ювелирный. Он поменьше, поаккуратней. Это плоский, это двухсторонний. Здесь полукруглый, а здесь тоже плоский. Надфиль. Один, вот второй есть. Они имеют разную форму. Об этом мы тоже поговорим. И разные номера, как, собственно, и напильники. Надфили алмазные. Ну, тут насечка не идет. Тут уже используется, так сказать, напыление. Они тоже имеют разную форму, тоже имеют свои номера. Об этом мы тоже поговорим. Это, конечно же, не напильник, не надфиль. Но данный инструмент может выполнять их функции. Не знаю, может быть, пришел он к нам в моделизм из области маникюрных работ. Да, наверное, может быть. Но, во всяком случае, такой инструмент тоже можно использовать. Поговорим о том, как стоматологические боры можно использовать в виде надфилей. Вот такие вот главные герои сегодняшнего видео. Ну, собственно, давайте начнем по порядку, подробно, с чувством, с толком, с расстановкой. Итак, рассмотрим устройство этого самого напильника. Рабочая поверхность, вот она перед вами. То есть это та плоскость, на которой есть насечка. Одна сторона, вторая сторона. Дальше ребро одно, ребро второе. Обратите внимание, что на одном ребре есть насечка, на другом ребре она отсутствует. 10-15 миллиметров, вот начало напильника, вот этот участок, называется носок. Опять же, рабочая поверхность. Когда заканчивается насечка, вот этот участок называется пятка. Пятка. После пятки идет хвостовик. Хвостовик предназначен для того, чтобы на него насаживать ручку. Теперь разберем насечку. В данном случае мы имеем двухстороннюю, то есть основная, вот она хорошо заметна, и вспомогательная. Существует также односторонняя, то есть без вспомогательной. Существует также дугообразная. Напильники с односторонней насечкой рекомендуют применять для обработки цветных металлов. С двухсторонней насечкой, которая вот у нас есть, для черных металлов. С дугообразной насечкой, опять же, рекомендуют применять для обработки цветных металлов. Угол нанесения основной насечки составляет 30-40 градусов по отношению к ребру инструмента. Дополнительная насечка имеет тот же угол 30-40 градусов противоположному ребру. Эта самая крестообразная насечка создает ромб. Ромб имеет одностороннее заострение. То есть вот если провести пальцем к ручке, чувствуется, что зубья цепляются, скажем так, образно говоря. Если провести от ручки, то идет, в общем-то, простое скольжение. И вот это самое острие занимается съемом материала при обработке. Насечки бывают разных номеров. От 0 до единицы это считается грубый напильник.
от 2 до 3 называется личный. Ну, вот такое название. Уже для чистовой обработки. И от 4 до 6 это уже бархатный напильник или надфиль, который предназначен для окончательной отделки поверхности. Эти же самые номера говорят о количестве, могут рассказать о количестве зубьев на 10 мм длины рабочей поверхности. Ну, например, номер 2 может иметь на 10 мм своей рабочей поверхности от 28 до 56 зубьев. Номер 3, 4, 5 от 40 до 112 зубьев. Ну, то есть, естественно, как вы понимаете, эти напильники мельче и надфили. Соответственно, чем больше зубьев на 10 мм, тем чище напильник или надфиль обрабатывает материал. То есть, создает меньшую шероховатость поверхности. То же самое относится и к алмазным надфилям. Они тоже имеют свои номера, тоже имеют свою крупность. Но есть один момент. Не рекомендуется алмазными надфилями обрабатывать мягкие стали, потому что может произойти съем вот этого вот напыления. Кстати, а чем же отличается напильник от надфиля? Ну, как вы видите, надфиль мельче. Плюс ко всему, надфиль зацело отлит с ручкой. То есть, если здесь ручки нет, как вы видите, то на надфиля эта самая ручка присутствует. Что напильники, что надфили имеют разную форму. Вот такой вот набор вы можете видеть. Давайте разберем его подробнее. Итак, что можно порекомендовать? Ну, прежде всего, в наличии необходимо иметь плоский надфиль. Это понятно. Плоский надфиль и тот же плоский напильник. Пригодится точно так же надфиль двухсторонний полукруглый. То есть обратите, пожалуйста, внимание, что с одной стороны радиус больше, с другой стороны меньше. Прямоугольный, конечно же, тоже не мешает иметь в наличии. Треугольный тоже пригодится. Вот тут есть вот овальный. Ну, такое дело. Ним удобно работать, потому что можно быстро приспособиться к сложной криволинейной форме обрабатываемой детали. Поворотом, путем поворота. Но это не обязательно. То есть его наличие не обязательно. Плоский и полукруглый надфиль можно заменить одним, а именно двухсторонним, где одна сторона плоская, вторая полукруглая. Ну, то есть получится два в одном. Ну и естественно, забыл об очень важном надфиле, как то круглый. Вот он перед вами. Длина надфиля. Ну, давайте разберем на комплекте, так сказать. Да? Здесь мы видим 160 миллиметров. В общей сложности этой самой длины абсолютно хватит для комфортной, удобной работы. Эти надфили имеют номер 4. И они все, как вы видите, одинаковой длины. Одной длины. Единственное исключение составляет, которое я раньше показывал, это тоже номер 4, но длина у него составляет 180 миллиметров. В магазине не было просто на тот момент круглого надфиля 160. Пришлось купить 180. Что удобно, а что неудобно, это, конечно, решать вам. На мой взгляд, 160 миллиметров абсолютно оптимальная длина. И вполне себе можно комфортно работать. 180 миллиметров, но это уже решать вам. Что удобней, то и приобретайте. Если, конечно, у вас есть, так сказать, желание. Да. И данные надфили произведены фирмой Grobet Valor B. Если я, конечно, правильно произнес. Ну, извините за мой английский, так сказать. Это очень такой значимый производитель, который выпускает очень качественный инструмент.
Ну и, конечно же, необходимо поговорить о том, а как выбрать-то надфиль. Имеется в виду, вот вы пришли в магазин, на что при покупке необходимо обратить внимание. Это важный момент. Итак, вы пришли в магазин приобретать нужный вам надфиль. Или некоторое количество нужных вам надфилей. Данный инструмент продается в магазинах, которые занимаются торговлей ювелирным инструментом. Вы попросили продавца, он вам показывает, так сказать, продукцию. Вы берете надфиль, в данном случае плоский, и начинаете смотреть на ребро этого самого надфиля. Вот один глаз закроете, другим проверяете, что правильно, ровность его. То есть рабочая поверхность должна быть ровной. Она не должна выгибаться ни в одну, ни в другую сторону. В противном случае при обработке материала получить ровную поверхность не получится. Она будет либо вогнутость иметь, либо, наоборот, края будут заваливаться. Это первый момент. Второй момент. Опять смотрим. И необходимо посмотреть, чтобы не было кручения, то есть винтового такого искажения этой самой рабочей поверхности. Это тоже очень важный момент. Опять же, при обработке поверхности ровную эту самую поверхность получить не получится. Будет волна. Это самые главные два момента, которые необходимо проверить. Ну и, конечно, желательно, чтобы ручка тоже была более-менее ровна, так сказать, ровной по отношению к рабочей поверхности. Потому что если ручка слишком кривая, это будет в дальнейшем вызывать дискомфорт при работе. Почему? Это дальше вы увидите. Вот основные моменты, на которые необходимо обратить внимание при покупке надфиля, напильника. Не имеет значения, что классического, что алмазного. Все правила, так сказать, они одинаковые. Еще немного по длине, кстати. В данном случае это был такой набор, да, как их называют, джентльменский для моделиста. Однако существует длина еще больше. Ну вот, например, такой вот у нас есть надфиль. Это номер 2. В данном случае его длина составляет аж 200 миллиметров. То есть мы говорили, что есть 180, номер 4, а есть 200 миллиметров, номер 2. Опять же, все зависит от ваших предпочтений. На мой взгляд, все-таки 200 миллиметров немножко многовато. 180 оптимальный вариант для номера 2 и 160 оптимальный вариант для номера 4. Существует еще номер 6. Он, к сожалению, у меня в единственном экземпляре. Ну, так получилось. Да еще немножко поломан вот здесь. Это круглая форма. Очень мелкий. Но хотелось бы, конечно, иметь тоже джентльменский набор, потому что очень бы пригодились такие надфили. Ну, будем, так сказать, думать, где их приобрести, потому что дефицит у нас страшный. То есть их просто нет в наличии. Итак, по сути дела, так сказать, рассмотрели все аспекты, да, надфилей и напильников тоже в том числе. Ну что ж, дальше можно приступить непосредственно к практике. Давайте этим и займемся. Для начала необходимо определиться, а как же правильно сесть при работе надфилем или напильником. Воображаемая линия, которая проходит через ваши плечи, должна находиться по отношению к срезу столешницы и верстака под углом 35-40 градусов. Необходимо обеспечить, чтобы рука ваша рабочая, да, двигалась свободно. Ну, то есть, чтобы локоть никуда не упирался при отводе назад. Использовать будем тиски, потому что необходимо обеспечить заготовку
вернее, обеспечить заготовке, извините, полную неподвижность. То есть, если заготовка будет гулять за инструментом, это плохо может закончиться, потому что края будут заваливаться, и получить ровную поверхность будет невозможно. Нам же необходимо получить эту самую поверхность под углом 90 градусов к одной стороне и к другой стороне. Конечно же, есть материалы мягкие, вот, например, полистирол. И если его закрепить слишком высоко, допустим, то он тоже вот будет гулять, как вы видите. Ну, вообще, такие материалы необходимо, при установке в тиски таких материалов, необходимо использовать сэндвич. Об этом мы поговорим позже. В данном же случае оргстекло 3 мм прочное, поэтому свободно можно его установить на рекомендуемую высоту. А именно, заготовка, вернее, рабочая поверхность должна возвышаться над губками тисков 5-8 мм. Ну, больше не нужно. Это оптимальный вариант. Далее. Как правильно взять напильник в руку, для работы. Итак, вот кладем конец ручки вот в это вот углубление и упираем вот в эту мышцу мизинца, так называемую. Вот она. Дальше снизу прихватываем пальцами, а большой палец лежит сверху. Ровно сверху на ручке. Вот таким вот образом правильно взять инструмент для работы. Всякие интерпретации, как то, например, большой палец на пятке или указательный палец вдоль рабочей поверхности. Это все неправильно. Еще раз. Упираем ручку вот в это вот углубление, прихватываем большой палец сверху. Все. Далее, когда напильник или надфиль кладется на рабочую поверхность заготовки, необходимо 1 или 2 пальца положить на носок инструмента. Вот таким образом прихватывать неправильно, потому что рука при обратном ходе может соскочить, вернее, инструмент может соскочить, и с большой силой, ну тут тиски небольшие, если они больше, палец попадает под инструмент, ноготь упирается, вот даже сейчас, упирается в губки тисков. Инструмент может соскочить, и травма вам обеспечена. Поэтому положили палец или 2, и вот это вот правильное положение при работе с напильником или надфилем. Кстати, с надфилем та же самая ситуация. Итак, вот ручка. Упираем ее в эту часть, прихватываем. И вот правильный, так сказать, хват инструмента. Положили палец, ну в данном случае палец на носок, потому что инструмент мелкий. Теперь съем стружки имеет цикличность. Один цикл подразумевает 3 движения. Итак, первое движение. Называется оно косой штрих. Ну, это жаргонное выражение. Ну, давайте примем его за основу. Кладем носок. И начинаем движение. Спешить не нужно. То есть мы прошлись слева направо. Прямой штрих. Та же ситуация. Прошлись. Обратный косой штрих. В данном случае вы видите, что инструмент идет справа налево. Это цикл. Ну, существует еще другой, четвертый способ, четвертое движение. Вот тут уже можно взяться за носок пальцами, вот таким вот образом. Продольное движение, а именно, вот таким вот образом. А теперь по порядку о каждом движении. Итак,
напильник или надфиль. Ну, давайте я буду говорить надфиль, подразумевать и напильник в том числе. Необходимо положить на заготовку таким образом, чтобы между инструментом и боковым срезом, давайте покажу, вот он боковой срез губок, еще раз, вот наш инструмент. Вот между боковым срезом губок и инструментом было 35-40 градусов. Ну, 45. Это называется косой штрих. То, что вы видели. Прямой штрих. Ну, вы наверняка догадались. Это когда рабочая поверхность инструмента параллельно боковому срезу губок тисков. Обратный косой штрих. Это эти 45 градусов уже с другой стороны среза тисков. Вот это вот три движения, которые нужно помнить. Вернее, применять. Дальше необходимо представить себе, вернее как, разделить рабочую поверхность инструмента на одну треть, вторую треть и последнюю треть. Прижали пальцем и начинаем потихоньку двигать. Вот в данном случае нажатие должно быть больше на носок, нежели на пятку. Ну, на ручку пятку будем говорить. По мере продвижения к середине, вот оно, нажатие выравнивается, что на носке, что на пятке, на ручке. По мере продвижения к пятке, ну то есть к ручке, давление нажатия увеличивается на пятку, а на носок ослабевает. Это называется балансировка инструмента. Это очень важный навык, нужно повториться об этом. Потому что если инструмент у вас будет гулять вот таким образом при обработке, то естественно кромки будут заваливаться и опять не получится ровной хорошей поверхности. Этот навык необходимо отрабатывать. Ну, ничего сложного в этом нет, просто практика, практика, еще раз практика. Следующий момент. Обратное движение. Обратный, вернее, ход идет абсолютно без нажима. То есть в холостую, свободно. Но ни в коем случае нельзя отрывать инструмент от поверхности. То есть опору при обратном движении терять ни в коем случае нельзя. Потому что будет разбалансировка. Вот вы просто можете сами почувствовать. Вперед пошли, оторвали. Опять баланс нужно ловить. Вперед пошли, оторвали, положили. Опять баланс нужно ловить. Когда же вы постоянно чувствуете опору, вы будете чувствовать лучше баланс. То есть баланс нажатия при движении рабочей поверхности. И существует ошибочное мнение, что чем сильнее вы будете давить на инструмент, тем быстрее будет обрабатываться поверхность. Нет, это неправильно. Скорость обработки поверхности зависит от крупности зуба. Вот чем крупнее зубья на инструменте, тем быстрее происходит съем стружки и быстрее происходит, так сказать, работа. Следующий момент. Темп двойного движения называется. Хороший профессиональный слесарь с хорошей физической подготовкой. Почему подготовка физическая? Ну, он работает там с какой-то большой деталью на предприятии, там, или в автомастерской, например. Так вот, без потери качества может осуществлять двойное движение. Вот оно. Раз, два. Это двойное движение. Около 40, от 40 до 60 в минуту. При этом, еще раз повторюсь, качество будет хорошим. Но нам торопиться некуда, особенно начинающим. Да, совершенно спокойно можно взять и вот так вот потихоньку снимать материал. Раз, прошлись. Чувствуем вот баланс. Главное баланс. Два прошлись. И три прошлись. Все. Ну, можно в заключении, когда вы закончили, использовать продольное движение. Или так, например. Все. Далее. Естественно, напильник или надфиль оставляет риски. А у вас, например, есть необходимость в заключении отполировать поверхность.
вот тут необходимо уже подбирать номера инструмента, то есть тех же надфилей, тех же напильников. Потому что необходимо постепенно уменьшать шероховатость обрабатываемой поверхности. Плюс ко всему, допустим, вам необходимо снять некую вот высоту, да, чуть уменьшить там, на 0,1. Чтобы ускорить процесс, берем крупный напильник и быстренько начинаем работать. Однако необходимо оставить запас, чтобы потом уменьшить шероховатость более мелким надфилем, в данном случае номер 2. Вы прошлись, и видите, что подходите уже к разметке еще ближе. Дальше необходимо взять инструмент под номером 4, он мельче, и опять же пройтись. И видите, что опять уменьшилась высота, вы ближе подходите к разметке. Ну и, конечно, желательно в конце обработать номером 6. Но я говорил уже, что у меня только круглый надфиль. Но давайте попробуем все-таки, вот ради интереса. Вот у нас есть шероховатость. Это номер 4. Немножко, не по всей плоскости. Уменьшим, так сказать, эту самую шероховатость. Она стала глаже. И попробуем круглым. Конечно, не совсем правильно, но ради эксперимента, да, чтобы вы могли убедиться. Так, что у нас? Ага. Опа, соскок. Нехорошо, но бывает. Опять. Круглым неудобно в данном случае. Ну вот тут она стала еще глаже. И вот 6-й номер, если он у вас есть, это хорошо. Если не 6-й, так 4-й. Это уже последний инструмент, которым необходимо обработать поверхность перед подготовкой к полированию. Дальше уже используются более мелкие абразивы, как то наждачная бумага, бруски и какие-то круги. Потом уже идет шлифовальная паста, а потом полировочная. То есть необходимо рассчитать комфортную работу вам, научиться, используя от крупного начиная от крупным напильником или надфилем и заканчивая самым мелким. Но попасть в размер. Это тоже немаловажное умение. Как обрабатывать плоскую поверхность? Ну, хорошо, если вам нужен угол, ну, то есть у нас сейчас почти что 90 градусов между этой плоскостью, и одной боковой плоскостью и другой боковой плоскостью. Если же вам нужен угол, естественно, вы под углом нужным, необходимым выставляете инструмент и под этим углом начинаете работать. Ну, это же понятное дело. А вот как правильно обрабатывать круглую деталь, овальную, или как правильно задать радиус, придать, об этом дальше и поговорим. Поменяем деталь с другой стороной, потому что здесь уже немножко закруглено, а нам необходим вот такой вот хороший острый угол. Имеется в виду обрабатывая поверхности и двух боковых плоскостей. Вот необходимо, вот ребра острые, необходимо закруглить. Да? Как это происходит? Давайте вот здесь попробуем. Берут инструмент, кладут на поверхность и вот таким вот образом начинают закруглять. Так работать инструментом в данном случае неправильно. Почему? Ну, во-первых, вы очень ограничены в амплитуде движения. Все, вы уже уперлись в тиски, а тиски портить не нужно. А если у вас губки больше, то еще меньше у вас будет амплитуда. Это раз. Скажут, ну так вот же есть свободная часть. Без, пожалуйста, точно так же вы можете упереться в, ну скажем, в верстак. А это очень опасно, потому что сходу напильник на скорости быстро упирается в массив. И что получится? Можно получить вот здесь травму. Запросто. Поэтому так работать нельзя. В данном случае, если вам необходимо закруглить, вот, или так, создать радиус, движение инструмента должно быть обратным
будущему радиусу. Давайте посмотрим. Вот так обрабатывать правильно. Во-первых, вы можете видеть, что амплитуда гораздо больше. Вы не упретесь практически ни в тиски, ну можно, конечно, в этом случае. Но в любом случае, если обработать нужно вот часть, которая находится напротив этих самых тисков. Но то, что находится за границей тисков, в любом случае амплитуда гораздо больше. Естественно, вы не упретесь, не травмируетесь. Плюс ко всему, когда поднимается инструмент вверх, то все-таки хоть что-то видно. То есть, как вы идете, как снимается стружка. В таком же случае ничего не видно. Круглые овальные детали обрабатываются таким же образом. Просто берется и вот так вот. Простым движением обрабатывается. Понятное дело, что поначалу будет непривычно. Вот будет непривычно, поверьте мне. Но если практиковаться, ну скажем так, произойдет переключение там чего-нибудь, и будет все в порядке. Вы сможете совершенно свободно, легко двигаться правильным, так сказать, путем. Вот таким вот образом и обрабатывается круглая поверхность. Нужно упомянуть еще об одном инструменте. Ну, это, в общем-то, инструмент. Как то вот такая вот пилка. Она была заявлена чуть ранее. Есть нюансы с работой с этим инструментом. Итак, нужно разобрать для начала его, так сказать, конструкцию. Что мы видим, как говорится? Посередине есть вот такая вот твердая основа. Хоть она и гибкая, но все-таки считается, что можно считать, что она твердая. А между твердой этой основой и абразивным материалом есть мягкая вот такая прокладка, что с одной стороны, что с другой стороны. Теперь давайте посмотрим. Вот у вас вы вывели хорошую плоскую поверхность. Как хорошо. И хотите, кстати, уже полировать. Это, в общем-то, шлифовально-полировочный инструмент. Вот вы кладете и начинаете обрабатывать. Обработали, а потом смотрите, а у вас края завалились. Почему? Давайте посмотрим пристальней, то есть внимательней. Вот этот инструмент. Да? Вот вы нажали, обратите внимание, как прогибается абразивный материал из-за вот этой самой мягкой прокладки. Поэтому и получится заваливание кромок. То есть вот этим инструментом обрабатывать плоскую поверхность нежелательно. Вернее как, если у вас большая плоская поверхность, и вы не выступаете за края, то можно. А если же у вас есть края, обратите внимание, как прогибается, то обрабатывать нежелательно. А вот круглые поверхности, да запросто. Причем вот таким вот движением замечательно можно это делать. О, красота какая. Аж блестеть больше стало, да? Ну, хорошо. Ну, просто вы можете стараться, и потом испортить всю вашу работу. Это тоже очень важный момент. Что у нас далее? А далее мы рассмотрим обработку тонкого листового материала. Это тоже очень важный, интересный момент. Итак, в наличии имеется вот такой вот листовой материал. Это медная фольга толщиной 0,1 мм. И тут сразу же необходимо оговорить один очень важный момент. А именно подбор крупности зуба при обработке тонкого материала. Давайте вот представим себе, вот мы зажали в тиски, да, положили напильник, и вы можете видеть, что зубья,
зацепились за этот самый материал. Теперь давайте перевернем и представим себе, что это съемка снизу. Положили напильник, и вот видите, все. О, то есть зубья, вот они, уперлись в боковой край заготовки. Таким образом, зубья не будут снимать материал, они будут его рвать. То есть ничего хорошего из этого не выйдет. То есть обрабатывать заготовку просто не получится. Теперь давайте просто поставим эксперимент. Возьмем толстый материал и положим вот таким образом. Теперь вы можете видеть, что зубья лежат сверху на плоскости. И вот в таком случае уже будет съем материала. Ну, то есть, грубо говоря, вот представьте, что это когти. И вот когти начнут царапать этот самый материал. Собственно, что нам нужно. Поэтому вопрос о выборе крупности напильника и надфиля стоит здесь очень остро. Давайте попробуем. Ну, этот может пойти. Ладно, давайте тогда закрепим эту самую заготовку в тиски. Ну, естественно, очень тонкий материал. И тиски, если не фрезерованные, вот эти тиски не фрезерованные, губки, рабочая плоскость губок может не прилегать плотно. Могут быть какие-то щели, там, расстояния. И деталь будет гулять. Если у вас фрезерованные качественные тиски, то тогда можно и не бояться. Но в любом случае, деталь не помещается полностью в губки этих самых тисков. Что можно сделать? Наверняка вы догадались. Ничего сложного. Взять две пластины более твердого материала. В данном случае это алюминий. Вот тут есть покрытие белое с одной стороны, а с другой этого покрытия нет. Сложить вместе. Да, и аккуратно вставить нашу фольгу, поместить, скажем так, между этими двумя пластинами. О! Опять же, необходимо оставлять очень небольшое расстояние, потому что материал мягкий, соответственно, необходимо обеспечить его полную неподвижность. Расширяем губки, разводим вернее. И обратно, тут есть небольшой люфт, и обратно тихо-тихо, закручиваем. Да. Да. Нужно, естественно, следить, чтобы срез был параллелен срезу верхней поверхности губок. Это естественно. Во всех случаях. Ну, практически во всех. В данном случае так точно. Все, материал у нас зажат. Попробуем тогда номер 2. Та же самая техника, только с более таким деликатным нажимом. О, идет. Идет. Ну, прекрасно. Да, пошло. Ну, то есть, в данном случае, если аккуратно работать, то номер надфиля 2 совершенно замечательно подходит. Попробуем номер 4. А ну. Очень аккуратно необходимо работать. Вот нажим должен быть наилегчайший. Тогда в обратную сторону. О, пошло. Вот таким вот образом аккуратно можно обработать деталь, поверхность, если это нужно. Очень легко. Ну и вот таким вот движением продольным, допустим. Да? О, вот сейчас даже чувствуется, что вот снимает. Опять же, необходимо чувствовать инструмент. Опять же, без отрыва от, как было ранее сказано, от опоры. Тогда
он хорошо идет, хорошо начинает работать. Ну, примерно вот таким вот образом. В общей сложности вы посмотрели, так сказать, способы, технику работы с материалами. А дальше необходимо будет рассмотреть, а как же моделисты-то работают постоянно все время, да? Потому что, ну, то есть мы посмотрели, как правильно, и вот правильные навыки, отработанные, очень хорошо пригодятся в повседневной модельной жизни, скажем так, потому что детали, подавляющее большинство, вернее, деталей, закрепить тиски просто невозможно. Ну, давайте посмотрим, как это происходит на образцах, на примерах.